Всем привет! Вы на канале Pop Music, меня зовут Настя, и сегодня у нас на обзоре складная клавиатура от компании Carry On. Поехали! Бывают такие моменты, когда в путешествиях или в поездках нам не хватает двухоктавной клавиатуры, и на этот случай у нас есть MIDI-клавиатура от Carry On. Здесь 4 октавы, мы можем сложить клавиатуру, взять ее с собой в рюкзак или в сумку и спокойно писать музыку. Итак, у нас есть 49 клавиш, есть 3 кнопки, которые отвечают за октаву, арпеджио и темп. Также есть 2 ручки, которые отвечают за скорость арпеджио и рисунок арпеджио. И помимо всего есть сенсорная панель, с помощью которой мы можем регулировать питч и модуляцию. На задней панели MIDI-клавиатуры есть порт USB-C, MIDI-выход, разъем сустейна и также кнопка включения. Чтобы включить клавиатуру, нужно нажать на кнопку и подержать 2 секунды. Тогда клавиатура включится. А теперь давайте проверим чувствительность клавиш. Клавиши легко реагируют на силу нажатия, но при этом сами по себе они издают звук, как будто вы печатаете на клавиатуре. Поэтому, если вы захотите поиграть в офисе, никто вас не спалит. Клавиатуру также можно подключить по телефону через... по телефону. Алло, подключите мне клавиатуру, пожалуйста. Клавиатуру также можно подключить к телефону или планшету через USB. Для этого нам нужно зайти в приложение, в котором мы пишем музыку на телефоне или планшете, и выбрать функцию USB. И устройство само определит клавиатуру. Допустим, мы заходим в приложение GarageBand, открываем настройки, дополнения, и у нас будут MIDI-устройства Bluetooth. Телефон распознал клавиатуру Carry On. Подключаемся. А теперь давайте рассмотрим поближе функции MIDI-клавиатуры Carry On Folding Controller 49. Чтобы включить функцию Arpeggio, мы зажимаем Shift и нажимаем на верхнюю кнопку Arpeggio. Тем самым у нас включается функция Arpeggio. Далее мы можем зажать аккорд. И он у нас будет проигрываться в режиме Arpeggio. С помощью верхней ручки мы можем выбирать длительность нот Arpeggio. Для этого мы зажимаем Shift и крутим ручку. Допустим, выбираем 8-е ноты. Можем выбрать 8-е триоли. Шестнадцатые ноты. Шестнадцатые триоли и 32-е. С помощью нижней ручки мы можем регулировать ритмический рисунок. Для этого зажимаем также Shift и крутим ручку. Тем самым у нас появляется присвингованный ритм. Еще мы можем выбрать порядок, в котором будут проигрываться ноты в арпеджио. Для этого зажимаем Shift и, допустим, нажимаем на ноту до. Ей соответствует функция Up в арпеджио. И играем аккорд. И у нас аккорд проигрывается снизу вверх. Также здесь есть функция Down, где аккорд проигрывается сверху вниз. Следующий режим Arpeggio Exclude. Мы нажимаем Shift и ноту Re. И у нас аккорд проигрывается снизу вверх и обратно. Дальше Include.
Нажимаем Ready Yes с зажатой кнопкой Shift. И аккорд у нас будет проигрываться также снизу вверх и обратно, но при этом нижние и верхние ноты будут проигрываться 2 раза. Следующий режим Order, при котором арпеджио будет проигрываться в той последовательности, в которой мы сыграли ноты. И режим Random, при котором ноты будут проигрываться в случайной последовательности. Также есть функция Latch. Мы зажимаем аккорд, и он проигрывается автоматически. С помощью функций Range минус и Range плюс мы можем регулировать диапазон проигрывания арпеджио. Несмотря на то, что на клавиатуре 4 октавы, мы все равно можем переключаться между октавами. Мы нажимаем на верхнюю кнопку, и у нас повышается октава. Соответственно, на нижнюю кнопку нажимаем, и у нас октава понижается. Кроме того, когда вам нужно быстро транспонировать мелодию или гармонию, вы можете зажать Shift и нажать Mi или Fa. И у нас понижается и повышается тональность, соответственно. И на правой панели располагаются кнопки, отвечающие за транспортную панель. Запись, стоп и плей. Особым преимуществом MIDI-клавиатуры является то, что мы можем назначать MIDI-каналы на дорожке в DAW и, не используя компьютер, быстро переключаться между этими каналами. Давайте посмотрим на практике. Сейчас у меня здесь 5 каналов. Это колокольчики, фортепиано, ударные, бас и синт. Соответственно, мы зажимаем Shift и выбираем первый канал. Выбираем второй канал, также зажимая Shift. И у нас звук фортепиано. Выбираем третий канал, здесь у нас барабаны. Это очень удобно, потому что мы можем легко и быстро переключаться между каналами и записывать музыку в лайв-режиме. А теперь давайте запишем небольшой музыкальный фрагмент. Начнем с барабанов. Далее запишем бас. И запишем клавиши. И теперь сыграем мелодию на записанный фрагмент. В завершении хочу сказать, что несмотря на то, что на клавиатуре вроде бы мало кнопок и кажется, что функций недостаточно, она очень функциональна, здесь есть все самое необходимое. Также эту клавиатуру можно использовать без компьютера. У нее есть встроенный аккумулятор, она заряжается от сети или от компьютера. Соответственно, вы можете брать ее с собой куда угодно, вы не привязаны к источнику питания. Можете подключить клавиатуру через Bluetooth к телефону или планшету и писать музыку где угодно. И можно сложить клавиатуру и положить ее в рюкзак и взять с собой в дорогу. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал Pop Music, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и пишите в комментариях, что вы думаете об этой клавиатуре. Всем пока!
Это было не бодро и это очень удобно. Это ничего не завершает. Давай заново. Что это? Это окно много раз вылезает с ошибкой. Да. На пол экрана у тебя так. Как конспект. Поехали.